Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. Ну а своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам из разных стран, разных городов, даже разных континентов передаю огромнейший привет, слова благодарности. Вам большая-большая группа поддержки. И я сегодня вот с такими ниточками. Давным-давно мы с ними работали, именно с этой расцветочкой, серой. Вязали шальку. Помните, не помните, даже две шальки вязали. Итак, новички, кто еще не работал с ниточками, хотел бы попробовать. Смотрите, Alize Angora Gold называется Simli. Вот именно это название Simli, потому что еще другое название. Итак, здесь получается в моточке в 100 граммах 500 метров. В составе здесь, смотрите, 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Металлик это вот эта вот ниточка, которая, видите, блестящая. Идем дальше. Нам здесь советует производитель. Берите крючок от двоечки до четверочки. У меня троечки, я вяжу троечками. Давайте возьмем, например, там светленький, да. Вот он, троечка. По моей плотности вязания, в принципе, достаточно. А вы по своей плотности смотрите. 2, 2,5, 3, 3,5, 4, как вам удобнее будет. Этой пряжи не обязательно вязать. Вяжите любой другой пряжи. Узорчики универсальные. Самое главное, читайте аннотацию, чтобы у вас все получилось. Итак, цвет, смотрите какой. Цвет называется 21. Так. Идем дальше. Видите, нам показывают, что хорошо будет смотреться в накидках, в палантинах, в различных там шалях и так далее. Это да, но не забывайте, что вас никто не ограничивает. Вяжите все, что душе заблагорассудится. Кофточки, там кардиганчики и так далее. Я сегодня прилагаю схемку к данному узору. Схемка очень хорошего качества, читабельная, поэтому кто умеет читать схемку, читайте схемку, сохраняйте себе, либо следите за руками. Угу, все получится. Ну что, свяжем? Так, смотрите, ниточку поближе покажу. Вот если ее раскрутить, она раскручивается на 3 ниточки. Это шерсть, получается, акрил и вот такая вот блестящая ниточка. Она не сильно пушистая, да, видите? Но ворсиночки вот эти цепляются во время вязания, особенно у новичков. Поэтому сильно маленький крючок не берите. Берите среднего размера. Первое. Второе. Когда будете вязать, заранее просчитывайте количество петелек, столбиков и так далее, чтобы не ошибиться. Если ошибетесь, распустить будет сложно. Возможно, но сложно. Итак, по узорчику посмотрели, да, раппорт узорчика получается 16 петелек. Я, получается, наберу 3 раппорта и еще дополнительную петельку, получается 49 воздушных петелек. Итак, а вы смотрите, набирайте сколько вам удобно для вашего образца. Все как всегда. Вначале петелька фиксации, а теперь 49 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Во. Не подумайте, что такой будет большой длинный образец, потому что он же будет по схемке, видите, да, зигзагом. Получается, он будет уменьшаться. Угу. Итак, идем дальше. Для начала мы делаем одну воздушную петельку. И теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули. Вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, 2 воздушные петельки. 1, 2. Мы как бы приподнимаем наш столбик. Дальше накид. И в следующую вот такую петельку, да, цепочки провязываем столбик с накидом. 1. В следующую петельку нырнули, провязали столбик с накидом 2. В следующую столбик с накидом 3. В следующую столбик с накидом 4. И следующую столбик с накидом 5. Есть. Смотрите, теперь что делаем? Мы, получается, пропускаем с вами 2 столбика, 2, получается, петельки. 1, 2. И вот в третью петельку ныряем столбиком без накида. Есть. Далее накид. Опять пропустили 2 петельки. Будьте внимательны. 1, 2. В третью петельку нырнули. И провязали столбик с накидом. 1. Далее столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. И последний столбик с накидом 5.
Теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два, ничего не пропускаем. Сразу же в следующую петельку провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И следующий столбик провязываем столбик с накидом. И дальше у нас идет повторение. Понятно? То есть, если внимательно присмотритесь, то получается у нас такая вот волна. Начали мы с того, что волна опускается, потом поднимается. Сейчас опять будет опускаться. То есть вы провяжете 5 столбиков с накидом. Так? 2 петельки пропустили, как здесь, столбик без накида. 5 столбиков с накидом. Далее опять, как здесь сделали, 2 воздушные петельки. Так, столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять 5 столбиков с накидом и так далее. Поняли? И у вас такая вот получается зигзаг. Естественно, узорчик у вас немножко сузится. Все, не сложно? Не сложно. Давайте по 5 столбиков рисуем, вяжем волны. Давайте. Так, смотрите, первая волна практически готова. Как мы заканчиваем ряд? То есть после последних 5 столбиков делаю 2 воздушные петельки и сразу же в следующую петельку в цепочке, да, ныряю и провязываю столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И по узорчику получается 1 воздушная петелька. Итого 4 воздушные петельки. Далее смотрите, вот мы пропускаем 2 воздушные петельки и в столбик, самый первый, провязываем столбик без накида. А здесь будьте внимательны. Здесь показано, что вы должны будете провязывать по 5 столбиков с одной верхушкой. Да? Но я люблю пышные столбики. Смотрите, то есть как я буду делать? Я буду делать воздушную петельку, подтянула, держу на крючке. Накид. Вот, смотрите, в основание данного столбика я ныряю, захватываю 2 петельки, вытягиваю ниточку, раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4. И у меня первая была петелька, помните, да? Вот, все петельки на крючке держу. Далее что я делаю? Накид. И переключаюсь. Вот, помните, где у нас был столбик без накида? То есть все 5 столбиков пропускаю с накидом. И там, где столбик без накида, ныряю и провязываю, ну, как бы протягиваю, да? Еще также 5 петелек и 5 ниточек. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Теперь все петельки на крючке я провязываю за один мах. Оп, так. И обязательно зафиксировать. Есть. Далее точно так же делаю одну воздушную петельку, подтяну ее, накид и возвращаюсь вот в это колечко, которое образовалось только что. И точно так же еще 4 делаю набора петелек. Раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4 и 5 у меня была уже петелька на крючке. Ее так вот провязываю, зафиксировала. Вот, должно что получиться. И теперь я присоединяюсь вот этим пышным столбиком своим. Опять пропускаю, получается, все столбики с накидом. И в самый последний за верхушечку цепляюсь, провязываю столбик без накида. Вот, понятно? То есть в низиночке сформировался вот такой вот полуцветочек. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Перепрыгиваю в следующий столбик, пропускаю столбик без накида. И провязываю столбик без накида. Понятно, да? То есть по схемке все видно. Единственное, что я здесь захотела пышные столбики, вы можете их провязать по-другому, как показано в схемке. То есть вы, смотрите, например, там, как показано, 3, да, 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4, накид. Вы возвращаетесь обратно, да, получается, вот там, к самой первой петельке. И вот так вот накид провязываете 2 петельки, стоп, накид. Сюда же нырнули, провязали 2 петельки, стоп. Накид, сюда же нырнули, провязали 2 петельки, стоп, это уже 3, да, далее 4 и 5. Вот мне кажется, пышными столбиками, как я провязала в начале, намного будет быстрее и аккуратнее. Ну, вы смотрите, смотря кого с пряжи, да, какой крючок. Есть, держим все петельки на крючке. Точно так же, смотрите, пропускаем все столбики и присоединяемся к столбику без накида. Накид, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. И вот теперь все вместе петельки за один раз провязали, раз, зафиксировали. Угу. Видите, получается вот такие вот пышные столбики. У меня вот такие вот, да, я хочу сделать. Вы можете делать такие. То есть опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И я считаю, что нужно присоединиться все равно к колечку. Раз,
2, так будет поаккуратнее, 3, 4, 5. Провязали все вместе за один раз, зафиксировали и присоединились опять. Все столбики пропустили, то есть поднимаемся на верхушку волны и к последнему столбику присоединились столбиком без накида. Вот смотрите, вот так показано по схемке, вот так хочу сделать я. Выбирайте, как вам удобнее, как вам проще, как вам больше нравится, так и делайте. Договорились? Все. Давайте до конца ряда самостоятельно. Я буду продолжать точно так же делать, а вы выбирайте как. Либо вот такой вариант, либо такой вариант. Все, вот такой по схемке, вот такой я хочу сделать. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, практически довязала до конца ряда. Вот я присоединилась столбиком без накида вот к нашему последнему столбику с накидом, да. Но вы же здесь помните, 2 воздушные петельки и столбик без накида есть. Поэтому смотрите, что делаем. Одну воздушную петельку, накид, и вот к столбику без накида, смотрим по схемке, да, мы провязываем столбик с накидом. Мы как бы выравниваем наш ряд. Понятно? Далее что делаем? Воздушная петелька, поворот, сюда же к столбику присоединяемся столбиком без накида. Одна воздушная петелька. Вот мы делали столбик без накида перед цветочком, да? Мы опять присоединяемся к этому столбику столбиком без накида. Есть. Далее смотрите, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И далее вы продолжаете либо по схемке, провязываете сюда вот в сердцевинку, да, еще один лепесточек. Я буду по своей, так скажем, схемке пышный столбик делать. Накид 1, сюда же накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали за один раз, зафиксировали. Вот, получился наш такой вот 4-листник. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И теперь повторяем все, что у нас было в предыдущем ряду, да? То есть получается, там, где столбик без накида, мы берем и провязываем столбик без накида. Там, где у нас были 4 воздушные петельки, мы здесь провяжем всего лишь пока только 3. 1, 2, 3. Перепрыгиваем опять, получается, к столбику без накида. То есть у нас вот такие вот арочки 2 получились. И опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И делаем 4-й лепесточек, как вам удобно. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали все вместе за один раз и зафиксировали. 1, 2, 3, 4. И опять присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда. И делаем 3 воздушные петельки и так далее до конца ряда. Угу. Смотря какой у вас образец. Не сложно? Не сложно. По схемке все понятно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот такая красота. И когда мы с вами провязали, получается, последний столбик, да, присоединились. Вот, после 4 воздушных петелек, столбик без накида, сделали воздушную петельку. И у нас здесь были 3 петельки подъема. Помните, да? К 3-й петельке присоединились и сделали столбик без накида. Воздушная петелька, опять поворот. Сюда же нырнули, сделали столбик без накида. Теперь будьте внимательны. Смотрите, переключаемся сразу же на нашу арочку. Вот из 4 воздушных петелек. И сюда мы будем провязывать 5 столбиков с накидом. Накид, нырнули. 1, накид. Сюда же 2, 3, 4, 5. Понятно, да? То есть вот в арочке 5 столбиков с накидом. Далее смотрите внимательно. 2 воздушные петельки. 1, 2. И присоединяемся вот к верхушке нашего столбика пышного, который только что сделали. Провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. И опять ныряем в нашу арочку и в нее провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? То есть мы уже с вами так провязывали. Помните, да? Самый первый ряд у нас точно так же была такая же волна. Идем дальше. Теперь нам необходимо будет провязать столбик без накида. При этом мы, смотрите, вот эти 2 арочки, вот у нас 2 арочки были, мы их вместе берем, захватываем и провязываем столбик без накида. И опять поднимаемся. Получается 5 столбиков с накидом, как мы только что с вами провязывали. Понятно? Вот.
5 столбиков с накидом, дальше 2 воздушные петельки, в верхушку столбика провязываем столбик без накида и спустились 5 столбиков с накидом опять. Поняли? Все. То есть у вас, получается, повторяется как самый первый ряд, да, только с небольшим смещением, и столбик без накида, вот в низинке, вы будете провязывать, захватывая 2 арочки. Несложно, согласитесь, да? Все, давайте провязываем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали практически до конца. Вот, после последних 5 столбиков мы присоединяемся. Вот у нас был последний столбик без накида. И мы сюда же провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, мы должны будем провязать с вами те же самые цветочки, но теперь они у нас должны быть смещены. То есть здесь будет цветочек, а здесь пол цветочка и пол цветочка. Сейчас покажу, как провязать пол цветочка. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Накид я вяжу такими же пышными столбиками. Вы как хотите, да? Сюда же в столбик ныряем. Вытянули ниточку. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Достаточно. Так. Провязали все вместе, зафиксировали. Далее, смотрите. Тут получается, я делаю так вот воздушную петельку. 1, накид. И я возвращаюсь, получается, к основанию вот этого пышного столбика. Цепляюсь вот так вот за 2 петельки и вытягиваю 2 ниточки. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4. И первая петелька у меня была, да? Ее посчитаем как 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И теперь, получается, я переключаюсь вот на мой последний столбик. Помните, да? Вот последний столбик, провязываю столбик без накида. Далее, вспоминайте, 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И переключаемся на следующий столбик столбиком без накида. Все. А дальше идет опять цветочек, такой же, как мы с вами провязывали. Понятно? То есть опять 3 лепесточка. 1, 2, 3 переключились. 3 лепесточка. 1, 2, 3. А здесь получается в конце ряда, видите, как бы вот пол лепесточка и полный лепесточек. То же самое здесь будет полный лепесточек и пол лепесточка. Но здесь я вас встречу. Договорились? Все, давайте провязывайте самостоятельно. Вы уже знаете, как цветочки вязать. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали еще рядочек нашими цветочками, да? Вот у нас здесь пол цветочка, помните? И здесь пол цветочка. Вот я сделала, получается. Здесь у меня 5 воздушных петелек, 5 накидов, да? А здесь всего лишь только 3. Ну, чтобы было пол лепесточка. Дальше смотрите, как заканчиваем. Накид. И сюда же в этот столбик ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И сюда же провязываем точно так же пол лепесточка. То есть вот сердцевинка наша. Накид 1, накид 2, накид 3. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. А дальше вспоминайте. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся вот к столбику без накида. Провязываем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки, вернее. 1, 2, 3. И присоединяемся к столбику без накида. Понятно? То же самое, что мы провязывали с вами вот здесь. Угу. Все, давайте опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять делаем лепесточек. Накид 1, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. И опять переключились на столбик без накида. Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши цветочки практически готовы, потому что хочу показать, как сделать последний лепесточек, да, то есть тоже будет пол лепесточка. Накид. Вот сюда нырнули в сердцевинку, вытянули ниточку, да, потянули 1, сюда же 2, сюда же 3. Достаточно. Теперь все вместе провязали, обязательно зафиксировали и заканчиваем наш ряд. Сюда просто шагаем и провязываем обычный столбик с накидом. Все, вот теперь точно ряд наш закончен. Дальше воздушная петелька, поворот, сюда же ныряем столбиком без накида. Далее 2 воздушные петельки и вот спускаемся по нашей, получается, арочке, делаем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. Провязали. А теперь вспоминаем, да, мы захватываем, получается, 2 вот эти арочки столбиком без накида. Есть? Есть.
И переключаемся в следующую арочку, опять 5 столбиков с накидом. То есть вот этим рядочком вот этим, да, вы даете начало опять новому, получается, цветочку. Вот у вас будет эта волна, вот она идет, эта волна. Дальше у вас будет 3 лепесточка, обратно 1 лепесточек. Следующий ряд, получается, вы закрываете, да, поняли? То есть все, четкое повторение с первого ряда. Когда провяжете вот такой цветочек, он будет у вас здесь, да, раз, два, три. Далее у вас опять будет смещение. То есть у вас будут вот такие же цветочки, пол цветочка, полный, полный и пол цветочка. Ну, поняли, да? Все, дальше идет только повторение. Все, давайте увеличим наш образец несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Ну, уже красиво, да? В итоге будет еще лучше. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Ну, получается как бы 2 вертикальных раппорта, да? Раз раппорт, 2 раппорт, и я повторила. Раз, два. Если вы хотите, смотрите, сделать ровный краешек, вы просто останавливаетесь на пол цветочка. Поняли, да? Вот, пол цветочка, если вам нужен ровный краешек, и все, на этом останавливаетесь. Вот, а так, получается, будет краешек волнистый. Что это у вас будет? Ну, там, например, там, палантинчик, да, возможно, накидочка какая-то. Возможно, это будет элемент декора, может быть, кармашек для кофточки, а может быть, сама кофточка, кардиганчик. Гляньте, вот так вот узорчик тянется. И смотрите, он же получается двусторонний, видите? Что одна сторона, что другая сторона, обе красивые. То есть выбирайте сторону, которая больше вам нравится, и она будет у вас лицевая. Давайте замерим. Если я набирала 49 воздушных петелек, это же крючок, это же пряжа, да, это же плотность вязания, например, это будет у нас вот, смотрите, практически, ну вот чуть-чуть не хватает 18 сантиметров, видите? Получается, изначально цепочка-то была длиннее намного, и получается в процессе узорчик немножко, так скажем, сгруппировался. И давайте замеряем, например, ну, в общем, да, то от самой высокой, да, ну, от верхушки, да, и, то есть не до вот этой вот верхушки, а вот до сюда, да, например, вот проведем. Ну, это практически вот 13 сантиметров. Ну, здорово, здорово. То есть он как бы и ажурный, и вроде как бы и немножечко такой плотненький. И вот мне вот особенно нравятся вот эти вот, что он провязан такими вот шишечками. А вы по схемке можете вязать, да, 5 столбиков с одной верхушкой. Вот такая красота. Вот из таких ниточек выглядит. Вы вяжете из любых ниточек. Это хлопковые ниточки, да, это может быть ниточки, зимний, так скажем, вариант ниточек. Может быть летний, может быть демисезон. В любом случае, я считаю, что будет выглядеть очень красиво. Но, естественно, такие же будут вещи. Летний, зимний, демисезонный. Если кто-либо вязал данным узорчиком, пишите в комментариях, что вы вязали, что у вас получилось, каких ниточек. Нам интересно. Опять же, интересно, как будет секционная пряжа, да? Она, конечно, пряжа с сюрпризом, но тоже интересно. Вот такая красота. Надеюсь, видео вам сегодня понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. И под видео стоит плюсик. Можете нажать на плюсик, сохраните в свои плейлисты и посмотрите более, так скажем, удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.